время, когда выбора не было. Нет, плетеные лески существовали, их даже называли суперлески. Но, скажем прямо, практически не отличались друг от друга. Тем не менее, свойства трех или в исключительных случаях четырехжильных плетенок из волокна полиэтилена обеспечило им повышенное внимание рыболовов. Они быстро поняли, что приманка летит дальше на самом тонком, мягком и вместе с тем самом плотно сплетенном шнуре. Применяемый материал уравнивал производителей, а вот технологии плетения выводили того или иного на первые места спиннинговых чартов. На самом деле, за отрезком этой тонкой веревочки стоит бесчисленное количество попыток и опытов и тонны умного оборудования. И все это ради того, чтобы шнур спиннингиста стал мягким, тонким, прочным и круглым. Последнее свойство добавило накала страстей в борьбе между фирмами. Вернемся к первым плетенкам, среди которых преобладали плоские. Были даже попытки приписать им лучшие аэродинамические характеристики. Но не случайно круг является идеальной формой, лишенной крайностей или способной эти крайности уравновесить. Именно мягкий и тугой, но обязательно округлый шнур обеспечивает плотную, виток к витку, укладку на катушке. Это исключает торможение при забросе, препятствует захвату одного витка другим, то есть сбрасыванию петель, и не позволяет шнуру врезаться в нижние слои под нагрузкой при силовом выкачивании. Итак, спиннингисты четко обрисовали круг требований к плетеному шнуру. Но борьба за голоса рыболовов продолжается, к несомненному удовольствию последних. Казалось бы, появление многожильных плетенок вытеснит старую добрую четырехжилку. Но не тут-то было. Всем хороша восьмижильная леска, однако ее тонкие волокна менее устойчивы к повреждению, чем более толстые, которые применяются для четырехжильных плетенок того же диаметра. Оригинальное решение было найдено японской компанией YGK в противовес стандартным подходам. Технология усиленного плетения, применяемая в новейших плетенках Эйтерия и Эссентира, располагает нити под большим углом и сплетает их под большей нагрузкой. В случае с восьмижильной Эйтерия такая технология позволила добиться меньшего результирующего диаметра при большей плотности. Но особенный эффект техники усиленного плетения проявляется на примере Эссентира. Сохраняя природную прочность четырех волокон, она приобретает повышенную плотность, становясь еще более надежной к повреждениям. Это то, что мы ценим в четырехжильной леске. А в сечении такой шнур более округлый, его поверхность ровная и гладкая. И это то, что мы ценим в восьмижильной плетенке. YGK совместно с Pontoon 21. Эссентира. Уникальное хитросплетение.